небольшая шпаргалочка есть, сценарий, и я, соответственно, пробую вам быстренько-быстренько все рассказать. Главный вопрос, стоит ли она своих денег? На сегодняшний день она стоит, вот на экране по ссылочке я прикреплю, наверное, вам 6,99 USD, или для Европы почему-то показывает иногда 8-9 евро. Ну, от региона может отличаться. Хотя на самом деле, на момент, когда я подключал 2-3 недели назад, было доступно только для США, в принципе, да. Поэтому, то есть, важно понимать. Но это месячный план. Если ты оплачиваешь в год, то $69 показывает, то есть 70, да. $70 делим на 12, это получается по 5,8. Ну, в целом не так дорого, да. В целом есть актуальная проблема сейчас с тем, что подписок вообще куча. И Garmin хотят каким-то образом, может быть, усилиться или что, я не знаю. То есть деньги уже, это понятно, все хотят, да, но могут ли они за эти денежки что дать, вот это вот большой вопрос. У Garmin и так инструментов довольно много было, да. Я, если честно, не видел, что они скрыли какие-то важные функции для того, чтобы засунуть это в платное. Но это было бы вообще зашквар, если честно. Но то вообще, что предлагает, переходим, да, к этому моменту, что предлагает Garmin Connect Plus за свои деньги. Вообще, это новая платная подписка в приложении Garmin Connect, вы поняли, да? Как и они говорили в начале рекламной кампании, уточняю еще раз, все текущие бесплатные функции остаются, собственно, доступными, иначе вообще. И так возмущения куча, то есть люди и так недовольны тем, что, в принципе, как бы с них хотят каких-то дополнительных денег, когда и так вроде бы ты покупаешь, ну, дорогие часы, да, как бы это не хочется. Что входит в подписку? Первое, Active Intelligence — это та функция, на которую они вообще, типа, самая крутая, да, что у вас, я прикладываю скриншоты сейчас, показываю вообще в течение всего теста я делал скриншоты, чтобы понять, что же мне этот Active Intelligence будет интересного предлагать. И он, типа, якобы анализирует тренировку вашу и показывает, что, типа, ну, круто или нет, или там что-то умное. Но я ожидал, что он умный что-то скажет, но на самом деле вообще нифига. То есть проблема в том, что он просто говорит иногда странные вещи, типа, блин, сегодня вы сделали 8 тысяч шагов, круто. Или я сделал 2 тренировки, 2 тяжелые тренировки я сделал, там, бег на там, 15 километров, плюс вело, потом больше 2 часов, да. Он мне говорит, ну, типа, внушительно, ну, молодец, все, и ничего интересного. Ну, то есть поподробнее сейчас я покажу на скриншотах. Но это все очень странно. Вот конкретно ранее эта функция была в Страве вообще. В Страве как-то оно более, как будто, не знаю, логично, что ли, более как-то правильно высвечивалось. То есть мне понравилось в Страве, что, во-первых, распознает отрезки. То есть тут как будто бы не распознает. Тут как будто бы сырая штука еще. То есть в Страве ты сделал там 10 по 800, он показывает, блин, внушительно 10 по 800, темп выше, тренд там положительный, да, можно еще поподробнее посмотреть, можно обратную связь по этому поводу дать, но тут тоже оценить можно как бы. Ну, короче, в Страве мне больше нравится. Страва тоже сейчас выходит примерно типа тех же денег, и в Страве на самом деле у них как будто бы в целом больше опыта, потому что у них весь сервис строится на этом, да, как бы. Они больше понимают, как это сделать, и они дают там вот эти вот состязательные вещи, всякие, да. Такое ощущение, что Garmin Connect — это какой-то небольшой закос под Страву. Поэтому если вы юзаете подписку в Страве, то, ну, она определенно лучше, чем, собственно, Garmin Connect. Ну, фактически так. Ну, сейчас мы перейдем к основным функциям, да. Панель производительности тоже. Ну, то есть, вот у меня есть на канале обзор часов Coros, и у них там вот это тоже панельки всякие такие, как будто бы оттуда все взято. Ну, то есть, похоже очень, очень просто, да. Да, можно посмотреть тренды положительные. Если там какие-то жизненно важные тренды, нет, я не вижу. До этого в Garmin тоже можно было все посмотреть. В этом плане, например, мне гораздо больше нравится Intervals, который бесплатный совсем, да, то есть можно там посмотреть тоже очень много данных. Конечно, какие-то есть, для кого-то, может быть, это будет важно. Я думаю, что важно, интересно для, если это что-то наподобие Polar, у Polar есть подписки, там специальные для бизнеса, для команд профессиональных, да, где там куча статистики вообще гораздо больше, но у них они одни из единственных, кто предлагает такие вещи, в принципе, да, наверное. Я думаю, это как-то больше в ту сторону. Но я вот как триатлет, который занимается каждый день и который там занимается по 10-14 часов в неделю, да,
я не увидел какого-то необходимых вещей, да, как бы. В Training Peaks у меня даже, то есть я занимаюсь, допустим, через Training Peaks, у меня тоже нет подписки там, и я ее подключал, смотрел, что там есть, тоже ничего не увидел особого такого. Вот. Хотя, конечно, может быть, это потому, что часть работы забирает от меня мой тренер, да. Если у вас есть тренер, часть, как бы, аналитики это и то, что там нужно смотреть, забирает он, как бы, ну, как бы, фактически. Поэтому панель производительности, ну, такая штука тоже. Графики, диаграммы, все полезно, конечно, но у меня такое ощущение, что я просматривал достаточно информации, собственно, необходимой и на предыдущих, на бесплатных, собственно, графиках от Garmin. LiveTrack. Вообще функция крутая. Отслеживание активности в реальном времени, уведомление контактов в начале тренировок, вообще эта штука крутая, полезная. Она может быть важна, если вы хотите выехать там с группой, и вам важно местоположение друг друга. Но как-то вот мне не довелось полноценно попользоваться этой штукой. Почему? Не знаю почему. Может быть, потому что просто, ну, как-то мы решали эти вопросы и так постоянно. Может быть, потому что мы не катаемся каждый день в новом месте, да, то есть мы катаемся по одним и тем же местам. Может быть, путешествие это реально, ну, короче, важная и полезная функция, да. Пока что то, что необходимо, мы решаем с помощью Телеграма, трансляции геопозиции в чате, да, и, собственно, уведомления там, если велокомпьютер зафиксировал аварию, он отправляет смс-ку там вашему контакту, да. Ну, тоже такое, как бы, с одной стороны надо, с другой стороны, что сделать человек? Ну, при условии, если только ты поехал действительно куда-то где-то, не знаю, в горы один точно, и если что, нужно знать, а если это ложная тревога, у человека будет сердечный приступ, а зачем? Ну, короче, не знаю. Вот. Вот эта вот рекомендация от Garmin Coach не получилось затестить, потому что я Garmin Coach не юзаю, как будто бы вообще ничего не поменялось. Эксклюзивные значки и рамки профиля – это вообще рука-лицо. Давайте опустим. Это звездочка такая около аватарки Гармина, что у вас вот плюс подписка. Ну, это они по страву косят, там стрелочка такая модная, да. Это нормально вообще, мы понимаем, что показать тех, кто платит, что они как бы по статусу выше, как будто бы, это нормально. Еще забыла одна функция дополнительная, это Live Data. Она, как в Chorus эта штука бесплатная, кстати, есть, по-моему. Можно на телефоне во время тренировки отображать данные тренировки. Кому-то это полезно на самом деле. Если у вас нет, допустим, велокомпа, вы можете, когда крутите на станке, вы можете телефон прикрепить и не смотреть на часы, да, то есть смотреть на телефоне. Или на дорожке, когда вот на дорожке бежишь, на часы вообще неудобно смотреть. Можно упасть легко. Положил телефон, он тебе демонстрирует твой пульс, темп. Хорошая штука. Хотя на дорожке беговой и так вроде показывает все, да, тоже непонятно зачем. Вот. Но в целом-то и все как будто. За это такие деньги, вот не знаю, вот если взять альтернативу, например, за что можно было бы отдать денег? Я бы, например, вот в моем случае, учитывая, что есть Training Peaks платный, есть Strava. Strava на самом деле все-таки я считаю полезной, и подписку я могу считать оправданной, потому что там есть такие фичи, когда ты на своих типа комах, на участках, на которых ты ездишь регулярно, да, на сегментах, ты можешь сравнивать свою мощность вместе с пульсом в зависимости от погоды, то есть в зависимости от того, какая у тебя форма, да. Само по себе отображение формы работает кривовато, я считаю, потому что там, если выбирать за период, там можно выбирать месяц, 3 месяца, 6, год, 2 года, но оно кривовато работает, не отображает оно полноценно вашу форму. То есть она показывает нагрузку в моменте, и как будто бы, если вы пробежали марафон, допустим, он покажет, что вы были на вот таком уровне формы, но на самом деле нет, ну, то есть это не так, это нагрузка была вот, ну, вот такого уровня, поэтому кривовато немножко, я считаю. Вот за что бы я сейчас отдал, наверное, это за подписку форм. Она тоже стоит примерно $8, вот такие вот обзоры этих очков, кстати говоря, есть, да. Там у них, они зашили изначально интересную функцию, это Head Coach. Это подсказка о положении головы в воде, да, но это они изначально уже функционал зашили, и там, по-моему, по навигации по буям, по-моему, тоже эту функцию.
тоже, конечно, жопы те еще, как бы, но у них модель бизнеса такая изначально была, то есть, если изначально вы об этом заявляли, как бы, то еще ладно, как бы, окей, а вот если вы потом перебываете, конечно, это неприятно, поэтому как-то так, резюмируем, вообще, я на форумах на Reddit почитал еще в самом начале, там вообще реакция неоднозначная была, что требуют денег, все такое, то есть очень много недовольных. Но всегда найдутся те, кому интересно, кому вот эти вот маркетинговые фичи, я сам такой же на самом деле ведусь, найти еще очень легко, по моему YouTube-каналу можно увидеть всякие обзоры, да, что эти вещи, они, современный мир так работает, да, нам продают телефоны, нам продают все девайсы, надо как-то продавать какими-то фичами, все это нужно упаковывать, показывать, а мы это все изучаем. И пробуем, и, в таком мире живем, да, как бы, вот. Поэтому итоги такие, я для себя не буду ее покупать, я бесплатно оформил ее. Кстати говоря, как ее оформить, да, если кому непонятно. Если вдруг нужно вообще сменить страну, перейти на ссылку, можете в Гугле написать, типа, Garmin Subscription Plan, перейти на страницу подписки, там нажать, типа, оформить, вас перекинет ваш Garmin Connect, но предварительно вы должны будете сменить страну у себя в Garmin Connect. Это делается через приложение Garmin Connect во вкладке «Дополнительные настройки», профиль там и приватность, по-моему, если не ошибаюсь, потом там типа менеджерить Garmin аккаунт, и там будет в аккаунт-менеджмент-центре будет отредактировать детали аккаунта, и там нужно сменить страну, какой-то добавить там американский адрес, и тогда у вас эта функция добавится. Все. Оплата, реквизиты нужно будет добавить, PayPal или номер карты. Вот. Если у вас нет, придется кого-то просить, знакомого казаха какого-то, а не меня. Вот. В целом-то и все. И потом с телефона или с компьютера подключайте, оформляйте, все это делается. Если хочется потестить самостоятельно, в этом ничего плохого не вижу, первый месяц бесплатно. Все. Пишите в комментарии, пожалуйста, какие ваши впечатления и мысли по поводу этой подписочки. А мы идем дальше. Всем пока.